Живое существо стремится обеспечить свое тело всевозможными благами и ради этого строит многочисленные планы. Однако его бренное тело на самом деле принадлежит другим. Оно просто обнимает живое существо, а потом покидает его. Report. Everyone desires comfort for his body and tries to make a suitable situation for this purpose, forgetting that the body is meant to be eaten by dogs, jackals, or moths, and thus turned into useless stool, ashes, or earth. The living entity wastes his time in a futile attempt to gain material possessions for the comfort of one body after another. Комментарий. Каждый хочет, чтобы его тело было окружено всевозможными удобствами и пытается создать для этого необходимые условия. Однако человек забывает, что через некоторое время его тело станет пищей собак, шакалов или насекомых и превратится в испражнение, пепел или землю. Живое существо получает одно тело за другим и напрасно теряет время, пытаясь обеспечить эти тела различными благами. И вот еще один раз эта шлока и этот комментарий, они очень сильно высказываются о телесной концепции жизни. One may be surprised to find this very basic principle of our philosophy in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. И, наверное, человек может быть очень удивлен, обнаружив эти достаточно основные принципы нашей философии в 7-й песне Шримад Бхагаватам. This point that we're not the body is something that we learned in the very beginning of Krishna consciousness. И та точка зрения, что мы не являемся этим телом, это то, что мы выучили в самом начале сознания Кришны. We can conclude, therefore, that it's not very easy to become freed from the bodily concept of life. Но из этого мы можем заключить, что на самом деле не так-то просто освободиться от этой телесной концепции жизни. To say I'm not the body is one thing, but to actually realize that that's something quite advanced. И говорить, что я не являюсь этим телом, это одна вещь, но осознать это на самом деле это достаточно продвинутая вещь. We think of advancement, of course, naturally we think of advancement as the higher stages of devotional service, like bhava or prema. Когда мы говорим о продвинутой степени, стадии преданного служения, мы подразумеваем обычно прему или бхаву. Do shuddha tata sadhu sangha bhajana kriya anartha nivriti syat. That's the gradual process of Krishna consciousness up until one becomes freed from all material desires. Таков процесс, поступательный, постепенный процесс развития сознания Кришны, ато, шрадха и так далее, когда человек постепенно освобождается от материальных привязанностей. And then one becomes steady in Krishna consciousness, one gets a taste for Krishna consciousness, one ruchi, one begins to experience spiritual emotions, and then prema comes. Сначала человек становится устойчивым в преданном служении, потом появляется вкус, ручи, и потом развивается, появляется према. But actually none of those advanced stages of Krishna consciousness can take place until one is at the stage of anartha nivriti. Но, конечно же, все эти вещи, они не могут проявляться на той стадии, когда мы еще находимся на уровне анартха ниврити. Nartha in Sanskrit means what is required or what is wanted, and anartha means what is unwanted. На санскрите артха обозначает то, что желательно, и анартха обозначает то, что нежелательно. Put very simply, one has to be free from all material desires before one can begin to experience the advanced stages of Krishna consciousness. Таким образом, человек должен быть свободен от всех материальных желаний до того, как он станет испытывать возвышенные стадии преданного служения. So, anartha nivriti, you could say itself is an advanced stage. Но можно сказать, что анартха ниврити уже сама по себе является продвинутым уровнем преданного служения. To become free from the bodily concept of life is itself a great leap forward in Krishna consciousness. Избавиться от телесной концепции – это уже огромный прорыв в сознании Кришны. So, therefore we hear about it even here in the 7th canto. И поэтому мы слушаем об этом даже из 7-й песни Шримад Бхагаватам. The 10th canto describes the very intimate pastimes of the Lord, those chapters there in the Bhagavatam, in the 10th canto, about Krishna's leelas with his devotees in Vrindavan. That's only 3 cantos away.
А в 10-й песне Шримад Бхагаватам описываются сокровенные игры Господа с его приближенными друзьями, и до этого осталось всего 3 песни. But just to make sure, we're hearing about these things in the 7th canto. Prahlad Maharaj is instructing us. Но чтобы достичь достаточной уверенности в том, что мы сможем это понять, Прохлад снова говорит об этом в 7-й песне. Actually, so deep is our attachment to the body that in his purport, Prabhupada uses very strong language. И поэтому наша привязанность к телесной концепции, она настолько сильна, что Шрила Прабхупада вынужден использовать такие очень сильные высказывания, сильные слова в этом комментарии. To condemn these bodily attachments. Чтобы отвергнуть, осудить эту телесную концепцию. Just like generally when you're instructing someone, you're speaking normally, but to really emphasize a point, sometimes you speak very strongly. I want to tell you this now. Do this now. Как обычно, мы когда даем кому-то наставление, мы говорим обычным тоном, но если мы хотим сделать какое-то ударение, подчеркнуть, то мы делаем это с таким ударением. Я хочу, чтобы это сделал сейчас же. You raise your voice and you use some strong language. Вы повышаете свой голос или используете сильное выражение. So because our tendency towards sense gratification is so strong as a result of being engaged in that sense gratification for millions of lives, sometimes the sadhus, they speak quite strongly. Поэтому из-за того, что наша приверженность к телесным наслаждениям очень сильна, по той причине, что мы уже очень многие миллионы жизней предавались этим наслаждениям, садху вынужден говорить очень сильные слова. In fact, as we've discussed many times, the word sadhu means one who cuts. Как мы это уже обсуждали много раз, слово садху обозначает тот, кто режет. Just like a surgeon, he cuts with a knife, so a sadhu, he cuts our attachments with his words. Подобно тому, как хирург, он режет своим скальпелем, а садху, он режет наши привязанности своими словами. And even then, we have to hear repeatedly. И все же, несмотря на это, мы должны снова и снова слушать об этом. Prabhupada has said many times that repetition of something is required to actually understand the fact. Прабхупада много раз говорил об этом, что повторение одних и тех же вещей, оно необходимо для того, чтобы мы поняли это. Actually, these are all very basic points of our philosophy, but we hear them again and again throughout the Srimad Bhagavatam. И несмотря на то, что это один из основных начальных принципов нашей философии, мы должны слушать об этом снова и снова. Even after the 10th canto, in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, there's still very strong words condemning the materialistic concept of life. И даже после 10-й песни, в 11-й песне Шримад Бхагаватам можно найти очень сильные выражения, осуждающие материальную концепцию жизни. And then in the 12th canto of Srimad Bhagavatam, there's a description of the anomalies or the evils of Kali Yuga. И даже в 12-й песне Шримад Бхагаватам там приводятся многочисленные описания аномалий и отклонений Кали-юги. So by regular attendance in the Bhagavatam class and by rendering service to the pure devotee, all that is inauspicious within the heart of the devotee becomes destroyed. И поэтому благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному, все неблагоприятное в нашем сердце разрушится. So what is the strong language that Prabhupada is using? И каков же этот сильный язык, который использует Шрила Прабхупада? To convince us to let go of our bodily attachments, our material desires. Чтобы убедить нас оставить эту материальную концепцию и наши привязанности. He said, this body, which we pamper and we glorify and we have so much faith in, he said, this body, ultimately it's meant to be eaten by the dogs, the jackals, or the moths. И он говорит, что это тело, которое мы так лелеем и прославляем, и у нас столько веры в это тело, на самом деле оно станет пищей собак, шакалов. And thus turn into useless stool, ashes, or earth. И превратится в бесполезное испражнение, в пепел и землю. As far as the body turning into stool, как только тело превращается в испражнение, how did this happen? Как это происходит? Actually, in Vedic culture, a sadhu would often leave his body alone in the forest. Зачастую в ведической культуре происходит так, что садху оставляет свое тело в полном одиночестве в лесу. Just like if you know in the animal kingdom, when lions, when it's time for them to die, the lion, he walks off into the jungle alone without his mate, without any of the children. He goes off and he dies alone in the forest. Как, например, мы знаем пример из царства животных, из жизни животных, когда лев, его приходит время умирать, он отправляется в джунгли один, без сопровождения своей жены или детей. So
So a sadhu would very often do the same thing. He would be sickly or he'd be on the verge of death, very old. He would walk alone into the jungle and leave his body. И садху поступает точно таким же образом, когда они чувствуют, что приближается время смерти, они в одиночестве отправляются куда-то в глухие джунгли. Because he didn't want to attract any attention to his body. Потому что они не хотят привлекать никакого внимания к своему телу. When a sadhu considers his birth a little embarrassing, that he even came into the material world. So death is another bodily function which he's a little embarrassed about. А садху они и так считают даже рождение такой обременительной функцией, то есть связанной с трудностями. И смерть — это еще одна сторона этой телесной концепции материального мира. You know, when you're dying, everyone says, "Oh, poor you, take some water, this and." But a sadhu is detached from the body, so he doesn't want any attention. No, I'm not this body. Don't. He's a little embarrassed, so sometimes they would die alone. То есть им это очень неудобно, то есть когда человек умирает, и кто-то приходит и говорит: ну вот, попей немного водички, ну как тебе легче стало. То есть они не хотят привлекать к своему телу такого внимания, и это очень неудобно, поэтому они отправляются умирать в одиночестве. He doesn't want to attract attention to his birth into this world. He doesn't want to attract attention to his death in this world. Они не хотят привлекать внимание к своему рождению в этом мире, они не хотят привлекать внимание к своей смерти. He's more inclined to be remembered by his spiritual activities and his instructions. Они больше склонны помнить о духовной деятельности и наставлениях в этом There's поводу. a famous quote that a person is asking his friend. Есть одна история о том, как человек спрашивает своего друга. He's asking about another friend. Он спрашивает о другом своем друге. He said, "Tell me, how did our friend die?" Расскажи мне, как умер наш друг? And the other person replies, "Don't ask me how he died. Ask me how he lived." И ему отвечает друг, что не спрашивай, как он умер, лучше спроси, как он жил. Don't ask me how he died. Ask me how he lived his life. That's more important, how he lived his life. The death was one moment. His life was comprised of many moments together. It's not so important how he died. How did he live? Зачем спрашивать о том, как он умер? Это было всего лишь какое-то мгновение. Лучше спроси о том, как он прожил эту жизнь, из чего она состояла, чего он добился. Of course, there are examples of great souls like Bhishma and Shrila Prabhupada. They call others to their side while they're dying, but that's to show an example of how to die in a Krishna conscious way. Конечно же, у нас есть замечательные примеры, такие, например, как Бхишма-дева и Шрилы Прабхупады, которые призывали очень многих к своему смертному одуру, но это делают для того, чтобы показать пример того, как нужно оставлять тело в сознании Кришны. That's something exceptional. Prabhupada actually, when he was passing away, he actually requested the senior devotees who were with him. He said, "Call all the devotees to come by my side at this moment." And they said, "You mean here in Vrindavan?" I said, "No, all over the world." He wanted all his disciples from all over the world to be present with him when he passed away. И это что-то вроде исключения. Например, когда Шрила Прабхупада уходил, он сказал своим старшим ученикам, что, пожалуйста, призовите всех учеников, чтобы они пришли к моему тому месту, где я нахожусь. И они его спросили: что, Шрила Прабхупада, вы имеете в виду во Вриндаване? Он сказал: нет, со всего мира, пускай все приезжают. Why? Почему? Because the moment of death is such a tumultuous thing, it's such a challenge. Prabhupada wanted to show his disciples, watch me and I'll show you how to die in full Krishna consciousness. Потому что смерть — это такой очень трудный момент, и Шрила Прабхупада хотел показать своим ученикам, как садху должен справиться с этим. But unfortunately, some of the leaders thought that would disturb the Sankirtan and the finances, the income. So actually that instruction of Prabhupada was not spread widely all over the world. Но, к сожалению, из-за того, что многие лидеры они были озабочены Санкиртаном на тот момент, и это желание Шрилы Прабхупады, оно должным образом не было по всему миру распространено. Only a few of the leaders actually, telephoned their temple presidents and said, "Tell everyone to come to Vrindavan." But many didn't. So many of us, most of us, weren't there when Prabhupada left. Лишь немногие лидеры нашего общества, они позвонили по телефону некоторым президентам храмов и сказали: немедленно приезжайте. И по этой причине лишь немногие из нас были там в это время. So there are certainly many examples of great devotees who call their disciples to their side when they're leaving to give them the final lesson. Таким образом, существует большое количество таких примеров, когда возвышенные души они призывают своих учеников в момент своего ухода, чтобы дать им надлежащий пример. But generally, a sadhu is quite embarrassed with his body. It's like a sign of his rebellion against God, so he doesn't want to attract much attention to his body. Но в основном для садху это такой момент, связанный с большим неудобством. То есть он не хочет привлекать к этому моменту внимание большого количества людей.
Actually, what is this body? It's simply a bag of bones and muscles and flesh and blood and mucus and hairs. Потому что такое из себя представляет на самом деле это материальное тело? Это просто мешок с костями, кровью, мышцами, слизью и так далее. Yet somehow we're very attached to it. И таким образом мы очень привязаны ко всему этому. It's ironic that we're very attached to our hair. Это в этом очень большая ирония, что мы очень привязаны к своим волосам. How the hair is shaped, how the color of the hair, how the hair. But as soon as we cut it, we put it in the garbage. То есть какая там у них форма, как мы их подстрижем, но как только мы их отстригаем, мы все сразу их так выбрасываем в мусор, не хотим с ним ничего. If someone just touches you, don't touch. But then it's cut at the barber shop, and that what you were so attached to, 2 seconds later, get it away. This is the irony of our attachment. Если кто-то хочет прикоснуться к нашей прическе, мы говорим, ой, не трогай, но как только парикмахер отстригает их, мы все-таки встряхиваем себя пренебрежительно и все выбрасываем. То есть такова ирония этой материальной жизни. Or I also saw in Harinam the other day, they had this shop, this place where ladies could go in, and then you sit down and they decorate the nails. It's a whole shop, just for the nails and the toenails. Например, на Харинаме я видел, там был такой магазин для девушек, для женщин, где можно было зайти, и там занимались декорированием ногтей. То есть целый магазин, он был посвящен этому, и в том числе ногтей на ногах. And you sit there, and somebody works on your nails, and they work on your toes, you know, but then a few weeks later it gets a little long, then you cut it. Ugh. In one sense we're so attached, but 1 second later we're thinking, oh, put it in the garbage. This is the irony of material attachment. И там вы сидите, и вам делают все эти процедуры, так очень долго, очень тщательно над вашими пальчиками работают. Но через несколько недель ногти, они отрастают, вы просто их отрезаете и выбрасываете. То есть в этом заключается очень большая ирония. То есть то, что мы так лелеем, да, на самом деле потом становится бесполезным. Or in an attempt to make the body look beautiful, we'll pierce it. You see they have the styles right here. You put a pin through the upper lip. I saw even an aristocratic woman in Kuopje. She had a pin right here. I saw a girl, she had a pin in her tongue. Как, например, в наших попытках сделать тело прекрасным, мы иногда делаем пирсинг, то есть протыкаем, там, например, верхнюю губу, вставляем какие-то металлические предметы. Как, например, я видел в Калоджике у одной очень аристократичной женщины, у нее была проколота верхняя губа, и мне сказали, что даже язык там также у нее проколот. But in essence, such things are only glorification of dead matter. Но смысл таких вещей — это просто прославление мертвой материи. I often say in my public lecture to try to convince the people we're not the body. I say, what is this body? It's made of matter. Does matter have consciousness? Does matter have life? Как, например, когда я говорю в своих попытках убедить людей, что это просто материя, я говорю, что материя, у нее есть жизнь, у нее разве есть сознание? And what else do I say? I say, look around the stage. You know, you've heard the lecture hundreds of times. There's so many material things, but are they living? No, because matter by nature is dead. И я сижу, например, на сцене, я показываю окружающие меня предметы, говорю, посмотрите на все эти вещи, софиты, а разве все они живые? Нет, они просто мертвы. Точно так же материя, она просто мертва. So we've heard of the definition, glorification of a dead body. Поэтому мы слушаем прославление мертвого тела. When we try to dress very fancy or put all kinds of things on our body, actually it's glorification of a dead body because the body's not living. Поэтому, когда мы украшаем наше тело, пытаемся как-то причесать красиво или одеть, это действие как бы во славу мертвого тела. Тело просто мертво. So generally, devotees, they decorate their body with only two things. И в основном преданные украшают свои тела только с двумя целями. Wooden beads and clay. То есть только двумя вещами, деревянными бусами и глиной. Right, we have the kunti mala and we have the tilak. У нас есть кантималы и у нас есть тилак. Of course, I'm not saying that ladies can't wear jewelry. Конечно же, нельзя не сказать, что женщины могут носить драгоценности. But that's the nature of ladies. It's that way. But there's a fine line we're trying to define here: the glorification of the dead body and just being. То есть женщины, они да, могут это делать, и это как бы небольшое отступление от того, что мы сейчас делаем. Actually, the ornaments that we dress this body with are kunti mala and our tilak.
Но в основном наше украшение наших тел это кантимала и тилака. If you want to carry that, the principle of decorating the body to, how would you say, to the extreme, rather than decorating with all kinds of gold ornaments and this and that, then we would rather do it like Raghava Pandit did it. Raghava Pandit was a devotee who lived at the foot of Govardhan Hill. It's described that every day, to decorate his body, he would roll in the dust of Vrindavan. So all day long you just see him covered in the dust of Vrindavan. This was how he decorated his body. Поэтому, если у нас иногда появляется желание довести свое украшение тела до каких-то экстремальных позиций, то есть обвешаться там всего себя золотом, то лучше помнить о том, как пытался это делать Рагава Пандит, который жил у подножия холма Говардхана. Он каждый день просто вываливался в пыли Говардхана и таким образом ходил украшенный пылью Говардхана. He lived in a cave at the foot of Govardhan Hill, and every morning he'd take his bath, and after drying himself off, he'd have his second bath. He'd roll in the dust of Braj. Он жил в пещере у подножия холма Говардхан, и каждое утро после того, как он принимал омовение, после того, как он высыхал, он выходил и принимал второе омовение в пыли Говардхана. Of course, that might not be so appreciated here in the West. If you took some dust with you from Vrindavan every day before going on Sankirtan, you covered your body with the dust. But I think you understand the principle. Конечно же, может быть, на Западе это не очень практично делать, если каждый день перед тем, как идти на Санкиртану, мы будем доставать пыль из Вриндавана, посыпать всего себя пылью и выходить. Но главное, что мы понимаем принцип. In reality, the body is not made for enjoyment. А в действительности тело, оно не предназначено для наслаждения. It's actually designed for suffering. Оно становится обителью страданий просто. Ultimately, to convince us that we can't be happy apart from Krishna. Все это говорится для того, чтобы убедить нас, что мы не можем быть счастливы отдельно от Кришны. Many years ago, Sri Prabhupada and I used to use an example of this in our preaching. Много лет назад Шри Прабхупада пользовался таким примером. We would tell our audience, mainly the non-devotees, we would show them our hand, we would say, so this hand is part of my body. How many ways can this hand enjoy? Он так показывал руку и говорил, ну вот, посмотрите на эту руку, какими способами она может наслаждаться? You can answer that question. Вы можете попытаться ответить на этот вопрос. Raise your hand if you have an answer to that question. Поднимите руку, если у вас есть ответ на этот вопрос. Prahlad? How many ways can it enjoy? The hand. Какими способами может наслаждаться рука? Chanting japa, Повторять джапу. Huh? Yeah, there's not many ways the hand can enjoy, but there's many ways the hand can suffer. Не столько много, на самом деле, способов, с какими может наслаждаться рука, но зато сколько много способов, которыми она может страдать. You can bang it. Вы можете ударить. You can burn it. Вы можете обжечь. You can cut it. Вы можете порезать. You can freeze it. Вы можете обморозить. You can go on. There's so many examples of how the hand can experience the miseries of life, but where's the example of the hand enjoying? You can say you put it in the glove, yeah, but that's just some relief from the cold. Or you put it in the cool water, that's relief from the heat, that's not real enjoyment. И таким образом можно очень долго продолжать перечисление этих способов, из-за которых рука может испытывать страдания. Но как много способов, которыми рука может наслаждаться, их не так-то много. Например, можно, конечно, надеть перчатку, но это просто будет облегчение страдания от холода, или можно опустить руку в прохладную воду, но это будет просто облегчение от ожога. То есть это не является наслаждением на самом деле. In fact, Prabhupada did say that what we conceive as enjoyment is simply some temporary relief from some miserable condition. Поэтому Шрила Прабхупада говорил очень часто, что то, что мы считаем наслаждением, на самом деле всего лишь является временным облегчением страданий. Like a few days ago, we were all suffering from the cold. Now everyone's complaining it's too hot. Например, всего лишь несколько дней назад все страдали от холода, но теперь все жалуются, что слишком жарко. Was there a moment in between the cold and the hot where you found some relief, some pleasure? That temperature was, oh, now I'm happy, it's exactly 24.3 degrees. Let's enjoy. И вот в какой-то определенный, очень короткий момент, когда уже не стало так холодно, но еще не стало так жарко, мы сказали, ну вот наконец-то температура 24 градуса, давайте наслаждаться, это как раз то, что я хочу. So if you're attached to the bodily concept of life, this is what it is. It's either too hot or it's too cold.
Если вы привязаны к телесной концепции жизни, то это то, что мы получаем. То есть либо всегда, либо слишком жарко, либо слишком холодно. But if you're engaged in chanting Hare Krishna, if you're engaged in spreading the Sankirtan movement, you don't even notice if it's too cold. You hardly notice it's too hot. You're too happy chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Но если вы поглощены воспеванием Хари Кришна, если вы поглощены преданным служением, то вы даже, у вас не будет времени обратить внимание, слишком ли холодно или слишком ли жарко. Вы просто слишком счастливы, потому что вы повторяете Хари Кришна. And that's the point. You can't give me any answer to my question, how many ways can the hand enjoy? И в этом-то и заключается вся штука. То есть вы на самом деле не можете мне дать ответ на вопрос, какое количество методов наслаждения может испытывать рука. But the soul, how many ways can the soul enjoy? Что касается души, с какими способами можно наслаждаться? Well, let us say how many ways. Let's start by saying how many ways can the soul suffer? Ну, давайте сначала обсудим, с какими способами и душа может страдать. There's no way the soul suffers Никаким образом душа не может страдать, unless he identifies with the body. если только она не отождествляет себя с телом. Prahlad gave the example the other day. Someone identifies with his car. Прохлад давал такой пример, что иногда люди отождествляют самого себя с машиной. If the car's working very nicely and it's polished very nicely, he's happy. But as soon as there's an accident, then, although he's not the car, he feels some very intense pain in his heart. Как, например, если машина работает очень хорошо, она вся так отполирована, блестит, то человек тоже чувствует себя хорошо. Но как только происходит какая-то авария, несмотря на то, что человек не является этим автомобилем, он испытывает столько страданий из-за этого. But theoretically, philosophically, there's no way the soul can suffer. И теоретически, с философской точки зрения, душа никаким способом страдать не может. What's that verse in the second chapter of Bhagavad Gita? Какой там стих во второй главе Бхагавад-гиты? Nainam chindanti shastani, nainam dahati pavakaha. The soul can never be cut into pieces by a weapon. Душу невозможно рассечь на кусочки никаким оружием. It can't be burned by fire. Ее невозможно сжечь огнем. It can't be moistened by water. Ее нельзя смочить водой. Ashoshiyati marataha. It can't be withered by the wind. Ее невозможно иссушить ветром. All those things that cause us misery in the bodily concept of life, they can't touch the soul. Все эти вещи причиняют страдания материальному телу, но духовной душе они не могут причинить никаких беспокойств. The soul can't experience misery in any way. It can't experience misery in any way. Я не могу испытывать страдания никаким способом. But how much enjoyment can it experience? Но какие наслаждения я могу испытывать? There's a famous verse in the second chapter of Adi Lila. Известный стих во второй главе Ади Лилы, читаем Чаритамриту. O my most merciful Lord Chaitanya, О мой наиболее милостивый Господь Чайтанья, may the nectarian Ganges waters of your transcendental activities пусть же нектарные воды твоей трансцендентной деятельности flow on the surface of my desert-like tongue. Оросят мой иссохший язык, подобный пустыне, Beautifying those waters, making beautiful those waters, и делая эти воды прекрасными, are the lotus flowers of singing, dancing, and the loud chanting of Krishna's holy и names. укрась эти воды прекрасными лотосами воспевания твоих святых имен и танца, Which are the pleasure abodes of pure devotees. которые являются обителями чистой преданности. These devotees are compared to swans, ducks, and bees. Эти преданные, они сравниваются с лебедями, утками и шмелями. And the rivers flowing produces a melodious sound that gladdens their ears. И текущие реки производят очень прекрасные звуки, ласкающие их уши. That's a very nice description of Krishna consciousness. Очень прекрасное описание сознания Кришны. How, as devotees of Lord Chaitanya, we're simply immersed in the blissful activities of singing, dancing, and feasting. Описание того, как преданный Господа Чайтанья, он вовлечен в прекрасную деятельность, состоящую из воспевания, танцев, пирования. When does that realization come? И когда это осознание придет? When does it come? When do we have that realization of the beauty of singing, dancing, and feasting, and thus committing ourselves fully to those activities? И когда к нам придет это понимание, что эта деятельность, она очень прекрасна, то есть воспевание,
танцы для Господа, вкушение пиров, то тогда наступит момент, когда мы сможем расстаться с нашими материальными привязанностями. Because when we start Krishna consciousness, although there's some pleasure in those activities, sometimes those activities appear to be burdensome. И когда мы начинаем сознание Кришны, несмотря на то, что эта деятельность нам очень нравится, все же иногда эта деятельность, она кажется нам немного обременительной. We don't chant our rounds out of great relish, we chant our rounds out of duty. Мы не воспеваем наши круги из-за того, что мы наслаждаемся этим, мы воспеваем их из чувства долга. Sometimes it may even appear that those activities may even be like poison. И иногда так может казаться, что эта деятельность, она может быть подобна яду. There's also a verse like that in Bhagavad Gita. Есть также стих об этом в Бхагавад-гите. That which in the beginning may be like poison, То, что вначале кажется ядом, but in the end is just like nectar, а в конце подобно нектару, and which awakens us to self-realization, то, что пробуждает нас к самоосознанию, is said to be happiness in the mode of goodness. является счастьем в гуне благости. Well, as conditioned souls, we're not able to fully appreciate Krishna consciousness because of that conditioned nature. So therefore, sometimes the activities of devotional service appear like poison. Но как обусловленные души мы не всегда можем оценить до конца осознание Кришны. Поэтому деятельность сознания Кришны иногда может нам казаться ядом вначале. We feel it difficult to complete our rounds. We have a hesitation to come to the kirtan. We don't want to go out on Sankirtan. У нас могут быть трудности с тем, чтобы дочитать до конца наши круги, или у нас могут быть сомнения, пойти ли на службу, на Мангаларати, или трудности с Санкиртаной. And the reason is we're between the two. We're somewhere between material enjoyment and spiritual enjoyment. Причина является тем, что мы где-то находимся посередине между материальными наслаждениями и духовными. We haven't really crossed over the line. И на самом деле нам нужно пересечь эту линию, границу. Just like there's a famous cowboy story in America. Например, есть известная история о ковбоях в It's Америке. actually a true story. На самом деле это быль. There was a famous battle called the Battle for the Alamo, which was like a settlement in New Mexico. Было очень известное сражение, которое называлось сражение при Аламо, какой-то ключевой момент в сражении за Мексику. There was a big fight between the Americans and the Mexicans. It was the American-Mexican War. Это было большое сражение между американцами и мексиканцами. Это происходило во время американо-мексиканской войны. So there was a big battle at this place called the Alamo. И так произошло большое сражение у этого места под названием Аламо. And it appeared the Mexicans were going to win the fight. И казалось, что мексиканцы выиграют это сражение. So there was a famous person, I think if I remember correctly, it was Davy Crockett. И был известный человек, кажется, его звали Дэви Крокет. Maybe it was somebody else, I can't remember. Может быть, кто-то другой, не могу припомнить. Jim Boy or so, I don't remember somebody, but the American man, he said, so if you want to stay and fight for the honor of your country, И он сказал, что если вы хотите выстоять, встать и сражаться за честь своей страны, then you cross over this. He made a line with a sword in the sand. He said, those of you who are brave enough to stay and fight for the honor of your country, you cross those lines. And those of you who are cowards, you don't cross and you go back home. И он взял свою саблю и провел на земле такую линию и сказал, что те, кто хотят встать и сражаться за честь своей страны, пожалуйста, выйдите и перешагните эту линию, а трусы останьтесь там за линией и уезжайте обратно. Very patriotic thing in American history and American minds. Those soldiers who were fully devoted to the country of America, without any selfish desires, they stepped across the line, and they're now regarded as great heroes. And those who didn't have that faith in the country, they walked away from the battle and went home. И это очень такой патриотический момент в американской истории. Американцы с гордостью вспоминают об этом, что те парни, которые были достаточно смелыми, они перешагнули эту линию и сражались за свою родину, и таким образом они навеки остались в памяти потомков великими героями. А те, кто не смог этого сделать, они просто уехали домой. So they crossed over the line, they made that decision, fully patriotic, fully surrendered to our country. And they all died in the battle because the Mexicans did win the war. Or did win the battle, not the war, but they won the Alamo. То есть они были очень великими преданными своей страны, они переступили эту линию и сражались. На самом деле они все погибли. То есть эта битва была выиграна, но не война. But at some point in our Krishna consciousness, we have to cross over the line. Anartha nivriti. We have to make the decision.
no more sense gratification, only Krishna consciousness. It'll come some stage in our life, you have to cross over the line. Enough's enough, fully surrender to Krishna. At some point you have to make that decision. We have to make that decision. И в каком-то смысле мы тоже должны пересечь эту линию, мы должны принять решение раз и навсегда. Анарт-каниврити. То есть больше нет, мы скажем, нет материального наслаждения. Has anyone crossed that line yet? Уже кто-то пересек эту линию? Raise your hand if you crossed the line. Поднимите руку, если вы пересекли линию. So we have to cross that line at some stage. Но вам следует, вы должны ее пересечь на каком-то уровне. Like Jesus said, you can't love mammon and God simultaneously. He said you can't love matter and God at the same time. You just can't do that. You have to, it's either matter or God, he told his followers. He was very strict. Как говорил Иисус Христос, вы не можете одновременно любить и мамонну, и Бога. То есть вы не можете любить материальные богатства и Бога. Пожалуйста, сделайте свой выбор. Он был очень строг. One time he said, you're either for me or you're against me. И в другой раз он сказал, либо вы со мной, либо вы против меня. And neither do we want to be artificial, just jump over the line and then jump back. You don't want to jump over the line, then jump back and then jump. That's called bhogatiyaga. Bhogatiyaga is described in Nectar of Devotion that yes, and I want to renounce the sense gratification. So then we renounce, we engage in so-called pure devotion. So then we come back to a lesser standard. Then we go to a higher standard and back. This bhogatiyaga, this is also not. Я, конечно же, не хочу, чтобы вы это делали каким-то искусственным образом. Например, взяли так резко раз и перепрыгнули, ну все, я уже освободился от этого, а потом прыгнули обратно. То есть это называется бхога-тяга, когда мы берем на себя слишком завышенные стандарты, потом не можем им следовать и опять скатываемся в прошлую деятельность. The whole process is gradual. Весь процесс, он является постепенным. Therefore we have varnashram dharma. Поэтому у нас есть варнашрама дharma. We go through the brahmachari stage, the grihastha stage, and we go through the vanaprastha stage, and then we accept the sannyas stage. Мы проходим все эти уровни. Сначала мы принимаем брахмачарью, потом грихастху, затем ванапрасху, лишь в конце мы принимаем саньяс. But at least in our mind, we have to know that we want to come to the point where we want to cross over the line between material attachment and full devotion. We want to get to the point of anartha nivriti so that we can be fully engaged in the pure activities of Krishna consciousness. Но, по крайней мере, в своем уме мы должны обозначить эту линию и пересечь ее, чтобы мы смогли завершить процесс анарха-неврити и в конце концов быть способными быть заняты деятельностью в чистом преданном служении благодаря этому. And there's certain signs that we can see that indicate if we're making progress. Есть определенные знаки, по которым мы можем судить, которые показывают, насколько мы продвинулись в этом процессе. One of them is, like we were mentioning earlier, that we don't have that taste for pure devotional service. So sometimes it's difficult, sometimes devotional service is like poison. Один из знаков это то, что мы упоминали уже ранее, что на начальной стадии нам немного трудно выполнять наше преданное служение, оно кажется нам применительным и подобным яду. Prabhupada gave the analogy of the man who has jaundice, who has hepatitis. Прабхупада давал пример человека, у которого желтуха. One of the cures for that liver disease is to take sugar, like pure sugar, like sugar cane, that somehow helps to cleanse the liver. But when the person has that disease, the sugar tastes very bitter. Одним из лекарств при желтухе является сахар. Тростниковый сахар, он очищает печень и избавляет человека от этого заболевания. Но дело в том, что когда у человека желтуха, сахар кажется ему горьким. And we've used this example many times personally. Prahlad will remember one time I had hepatitis, I had jaundice, and I was in South Africa for several months, and he used to try to give me some little sugar cane, and it was so distasteful. And he thought it was funny. He was laughing there. This example's true. Guru is trying to take the sugar, but he doesn't want it because it's just so distasteful to someone who has jaundice. But then as I got better, I was asking for the sugar because it was tasting sweet. И этот пример, он как бы проверен на личном опыте. То есть когда-то я был 6 месяцев в Южной Африке, и у меня на самом деле была желтуха, и Прохлад давал мне сахар, и он казался мне горьким, и Прохлад смеялся с меня, что этот пример, он работает, он на самом деле верный. Но потом мне стало легче, и вернулся этот сладкий вкус сахара. So in the same way, when we look forward to chanting, not because we have to fulfill our duty or promise,
to chant 16 rounds. We wake up and we are eager, we have that longing, that greed to associate with Krishna through his holy name. Then we can know that some progress is being made. Поэтому, если однажды прекрасным утром мы заметим, что мы проснулись и мы хотим воспевать свои круги не из чувства долга, из-за того, что нам надо делать, из-за того, что мы с очень большим желанием хотим общаться с Кришной через его святые имена, то тогда мы можем понять, что какой-то прогресс происходит. Or as Bhaktivinoda Thakur said, whenever he would hear the sound of the chiming of the kartals and the tapping of the drum, the mridanga, which meant a kirtan was starting, he said that the joy in his heart knew no limits, no bounds. И как сказал Бхактивинода Тхакур, как только я слышу звуки киртана, эти звуки караталов и звуки мриданги, сразу же мое сердце наполняется радостью безграничной. And he has one poem in which he refers to his life, reflecting on his life, and all of his japa and his kirtan. He refers to those moments as all his chanting charms. The charming moments when he would have the opportunity to chant japa and engage in kirtan. All my chanting charms. В одном из своих произведений он вспоминает, бросает взгляд на свою жизнь и вспоминает эти моменты, когда он повторял джапу, воспевал святые имена, и он говорит о них как о самых очаровательных моментах в своей жизни. So just as the holy name, which may initially appear to be, we chant out of duty initially, and then eventually becomes nectar, that's one sign. So conversely, sense gratification, which appears like nectar, eventually becomes like poison. И другой знак заключается в том, что подобно тому, как святое имя постепенно, благодаря нашему прогрессу, мы получаем все больше вкуса от воспевания, и мы начинаем воспевать не из чувства долга, а того, что получаем больше вкуса от него. Точно так же материальные наслаждения начинают казаться нам менее привлекательными. Это другой знак. That realization, of course, is a classic verse which demonstrates that realization. И есть классический стих, который демонстрирует это осознание. Vivamangal Thakur. He said, since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Krishna. Этот стих написал Билва Мангала Тхакур. Он говорит, как только, когда мой ум погрузился в служение лотосным стопам Кришны, and I've been enjoying ever new transcendental humor with him. И я наслаждаюсь трансцендентным взаимообменом с ним. When I think of my past activities, my past activities of sex life, he said, my face at once turns away from it, and I spit at the thought. Когда я вспоминаю о моей предыдущей деятельности, о том, как я был вовлечен в деятельность наслаждения чувства сексуальной жизни, мое лицо искривляется, и я сплевываю. So slowly as that realization develops, one can know that one has made progress as well. Это еще один знак, по которому можно судить, что мы делаем прогресс. And we need to see these signs of progress in order to remain inspired in Krishna consciousness. И нам необходимо видеть эти знаки развития сознания Кришны, чтобы быть вдохновленными. Just like when we were driving to Minzadroya, it was like a 2-hour drive, so I would always look at the signposts. Well, Minzadroya is now 100 kilometers away, or now it's only 80 kilometers away, now it's 50, and oh, finally it's only 20, and we're just getting there, it's only 5 kilometers away. These signs were inspiring me. We're getting closer. Например, когда мы ехали в Междездроя, это была долгая 2-часовая поездка, но когда мы ехали, я смотрел эти дорожные знаки, столбы, указатели, и смотрел, еще целых 100 километров до Междездроя, ну вот уже 80, а теперь 50, всего осталось 5 километров, наконец, вот мы приближаемся к Междездрою, то есть они меня очень вдохновляли. So you have to know what are the symptoms of advancement in Krishna consciousness, and you have to be able to recognize them, to remain inspired in Krishna consciousness. Поэтому необходимо знать признаки прогресса в сознании Кришны для того, чтобы их замечать и оставаться благодаря им вдохновленными, следовать процессу. Put quite simply, those signs are that your attraction to material life is decreasing and your attraction for the holy name and all the other activities of devotional service is increasing. И эти знаки, они очень простые. Эти знаки показывают, что ваша привязанность к воспеванию святого имени возрастает, а ваша привязанность к материальной деятельности ослабевает. And how do we achieve that? We remain detached from sense gratification and remain fully engaged in devotional service, particularly the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, И как мы пытаемся добиться этих целей? Мы стараемся быть отреченными в смысле материальной жизни и стараемся быть более полно заняты преданным служением и в основном воспеванием своего имени Хри Кришна. Especially this kirtan as it's given by Lord Chaitanya.
в особенности этим киртанам, который дал нам Господь Чайтанья. Everyone can have hope. У каждого может быть надежда. Even the most fallen person, who's most addicted to sense gratification, he can be full of hope by the mercy of Lord Chaitanya. Даже у самых падших, у тех, кто наибольше, более всех других привязан к материальной деятельности, все равно у них есть надежда благодаря этому процессу. They can at least come to the point of refraining from sinful activity and being engaged as far as possible in chanting Hare Krishna. Even the most fallen person can have hope. Otherwise, why does Lord Chaitanya been given the name Patit Pavana? Actually, many of the incarnations or expansions of the Lord, Jagannath Swami also has that name, Patit Pavana. But in particular, Lord Chaitanya is called Patit Pavana, which means that he is the deliverer of the most fallen. He has delivered the most fallen. А иначе какой смысл был называть Господа Чайтанью Патита Павана? Например, Господь Джаганнатх, он тоже называется Патита Павана. Но Господь Чайтанья, он действительно, он спас, он дал процесс спасения падших душ. Это очень простой процесс, то есть нужно просто воздерживаться от материальной деятельности и быть вовлеченным в процесс воспевания святого имени. Поэтому Господь Чайтанья Патита Павана. We were discussing in the car the other day with Pilates as we were driving along. How fortunate we are on this festival tour because there's so much opportunity for chanting. И мы каждый день во время наших поездок с Прохладом в машине обсуждаем эти моменты, что насколько мы удачливы, что мы можем быть вовлечены в этот процесс воспевания святых имен. Kirtan during the morning program, and we have kirtan for many hours of the day, and the evening program. There's so many times, if you wrote down the number of times Krishna's name is repeated by the individuals or the congregation on, the assembled devotees on this tour, it would be a big, long figure. How many times we hear Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama. То есть мы воспеваем на утренней программе, мы воспеваем целый день на харинаме, мы воспеваем на вечерней программе. Таким образом, если подсчитать то количество, которое святое имя было произнесено индивидуально или совместно, то получится такая огромная цифра. So despite all the austerities that we have to undergo on this tour, despite all the austerities that we have to undergo on this tour. Поэтому нам нужно преодолеть все эти аскезы на этом туре. And you know them as well as I do, perhaps even better than I do. И, возможно, вы знакомы со всеми этими аскезами гораздо больше, чем я. The crowded rooms, переполненные комнаты, the crowded bathrooms, переполненные душевые. And this year the hot water is sometimes on, sometimes it's off. И в этом году горячая вода то есть, то ее нет. And worse yet, when you go to take that shower and it is cold water, there's not much pressure, and you have to sit in this little drip comes out of the shower nozzle, and you have to take a drip shower of cold water. I mean, talk about austerity. That's not even austerity. That's torture. That's Chinese torture. You put you under a cold water, and it just drips out, and you have to soap up and all the soap after. This is Chinese torture. И что еще хуже, то есть горячей воды ее не просто нет, вы думаете, ну ладно, помоюсь холодной, но когда вы открываете кран, оттуда еле капает, такие капли холодной воды, кап, и это уже не аскеза, это просто пытка, это китайская пытка. And although the weatherman promised the hottest, brightest summer in living in memory, it's turned out to be the coldest, wettest summer in 500 years. Что касается прогнозов погоды, то есть они там обещают, что вот будет самое яркое, самое теплое лето, которое когда-либо помнили, а что на самом деле происходит, получается самое холодное, мокрое лето за последние 50 лет. And we're working very intensely, long hours together, so sometimes tempers, they flare, sometimes someone will become angry at somebody else. These things happen, so nevertheless, despite that, every year you flock back to the tour because it gives you the opportunity for that Brihat Manangana, loud chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. И мы по много часов работаем в день, и могут происходить какие-то трения между преданными, кто-то может разозлиться, и что-то вспыхивают, какие-то ссоры. Но тем не менее, мы не обращаем на это внимания, и каждый год мы снова и снова возвращаемся на наш польский тур, потому что мы хотим быть вовлечены в этот процесс Брихат Мриданган. I mean, in the old days, sometimes we'd be out on Harinam, in the early years, in the early 70s, and people would see us singing and dancing in the streets, and a typical comment from,
materialistic person would be, why don't you get a job, why don't you work? But actually, you think about it on this tour, we're working harder for Krishna than a materialistic person is even working for sense gratification. И как это происходило в ранние годы Сознания Кришны, когда люди встречали нас на улице с харинамой, и часто задавали такой вопрос: почему вы тут ходите, поете, почему вы не работаете там нигде? Но на самом деле, посмотрите, мы очень тяжело трудимся, мы трудимся даже тяжелее, чем материалисты для своего чувственного наслаждения. But we're doing it because there's so much opportunity for progress. We feel the purification and we enjoy, deep in our souls, in our heart of hearts, we enjoy seeing other people getting the opportunity to begin this process. Но мы делаем это потому, что это огромная возможность очиститься. Мы видим, как наш прогресс увеличивается, и мы видим шанс дать этот прогресс другим людям. So hardly we notice the austerity. И как мы We hardly notice that. We hardly feel the austerity. ну, как мы относимся к этим аскезам? Because there was so much enjoying the service of Sankirtan. То есть столько много наслаждения So much enjoying Sankirtan. в движении Санкиртана. Just like Prabhupada said one time on the battlefield of Kurukshetra, Arjuna was sometimes pierced by arrows from the opposite party, from the Kurus, but Prabhupada said he felt those arrows to be like flower petals being thrown in his body, because he was so much relishing the service to Krishna. Как, например, говорится о том, что во время битвы при Курукшетре зачастую тело Арджуны пронзали стрелы, но как он относился к этим ранениям? Он воспринимал их подобно цветочным лепесткам, поскольку он полностью был поглощен служением Кришне, то есть он делал как служение. So as I look out the window now, it looks like the clouds are coming back. Теперь посмотрите все в окно, видите, облака возвращаются. We had our summer, we had 2 days of sunshine, so it's over now, we're back to the clouds and the rain, but we don't care, we're going to go out and chant in the rain, and people also are appreciating this movement so much, they're even coming to the festivals in the rain. This is the amazing thing. I can understand, because you're Vaishnavas and you have your duty and you're relishing at the same time, but the thing that amazes me is that, the streets are empty during the rain, but people come to the festival in the rain. I can understand our austerities, but how is it that the people, are willing to undergo the austerity of coming to the festival and standing with an umbrella in the rain? This is the most amazing thing. И что является очень удивительной вещью, вот посмотрите, наше лето уже состоялось, 2 дня тепла прошли, тучи вернулись, но мы все равно выйдем на улицу, будем воспевать под дождем. Но что наиболее удивительно, мы как преданные, это наш долг, да, мы идем и под дождем, мы все делаем, воспеваем. Но что более удивительно, люди, которые приходят на фестиваль, они согласны смотреть его под дождем, стоят со своими зонтиками. Просто посмотрите, на улицах во время дождя людей нет, но на нашем фестивале люди стоят под зонтиками и смотрят. Это очень удивительная вещь. This just shows the power of the holy name. Это показывает силу, могущество святого имени. You're enjoying chanting Hare Krishna. They're not chanting, but they're enjoying watching you chanting Hare Krishna. This is how powerful the holy. Their pleasure comes from just watching you chant Hare Krishna. И мы повторяем святое имя, и, может быть, мы не испытываем наслаждения, но они уже испытывают наслаждение, глядя на нас, как мы повторяем святое имя. In the final kirtan on the stage, they're not chanting, we're chanting, but they're just sitting with their mouths open and relishing how the devotees are singing. This is how merciful the holy. You don't even have to chant. You can just watch someone chant, and you get pleasure from it. И на самом деле, помните этот последний киртан, когда мы там все воспевали на сцене, и они не воспевали вместе с нами, они просто смотрели на нас, открыв рот, и получали от этого наслаждение. То есть, да, пожалуйста, вы можете не воспевать имя, а просто получайте наслаждение, глядя на то, как мы воспеваем. All glories to Shri Krishna Sankirtan. Вся слава Санкиртане Шри Кришны. Dattara Shrimad Bhagavatam Ki